Привет, армия. Есть вещи, которые так быстро проносятся перед нашими глазами, словно это обычные мгновения, легкие шутки или мелкие, легко забываемые совпадения. Но когда мы прокручиваем их в памяти, они постепенно кажутся другими, слишком точными, чтобы быть совпадением, слишком глубокими, чтобы быть игривыми. Тэхён и Чингук, два имени, которые мы часто видим рядом, хранят что-то в своем молчании, во взгляде, кратком прикосновении или легкой улыбке, которая никогда не объясняется. Есть тайный язык, понятный только им двоим, и часто мы можем быть лишь зрителями, пытающимися разгадать части головоломки, которая никогда не будет завершена. Это история о странных поступках, которые они совершили, которые поначалу кажутся простыми, но которые на самом деле заставляют меня думать снова и снова, потому что когда молчание говорит громче слов, мы знаем, что между ними есть что-то, что невозможно просто объяснить. Бывают моменты между Тэхёном и Чингуком, которые, хотя поначалу кажутся простыми событиями или спонтанными жестами, со временем оставляют странное чувство, как будто они скрывают послание, которое мы никогда не сможем разгадать. Это небольшое действие, жест или совпадение, которое многие упускают из виду, но если задуматься, возникают вопросы, было ли это действительно совпадением или за ним скрывалось нечто большее. Как в прямом эфире Тэкука, где мы видели, как Чингук чуть не умирает от восторга, наблюдая, как Тэхён наслаждается едой, только что доставленной к нему домой. Казалось, его взгляд говорил тысячу вещей, которые он не мог выразить словами. Чингук готовился к кардиотренировке на беговой дорожке и представлял себе тренировку, наблюдая, как Тэхён уплетает вкусную еду прямо перед ним. Внезапно Чингук спросил Тэхёна, не стоит ли им потанцевать или что-то в этом роде. Вопрос, конечно, был очень странным и сложным для понимания. Было что-то в том, как он его задал, как будто он что-то вспомнил и не мог не спросить. Но самым удивительным был ответ Тэхёна, последовавший вскоре после этого. Тэхён смотрел на него, не слишком бурно реагируя, подождал, пока Чингук обернется, все еще не отрывая от него взгляда, а затем внезапно сказал, что на нем только нижнее белье. Чингук, выглядя удивленным и почти смущенным, тут же повернул голову, смеясь, и повторил ту часть, где Тэхён упомянул о том, что на нем только нижнее белье. Они оба странно, заговорщически рассмеялись, однако между ними не было ни малейшей неловкости. Чимин спросил Тэхёна, носит ли он нижнее белье или шорты. Тэхён без колебаний ответил, что это шорты, похожие на нижнее белье. Интересно, что Тэхён изначально просто ждал, когда Чингук подойдет к нему, и как только Чингук подошел, он не мог отвести глаз от ног Тэхёна. Было совершенно очевидно, что на Тэхёне было что-то похожее на нижнее белье, и Чингук точно знал, что это значит. Реакция Чингука, когда он обернулся и рассмеялся над замечанием Тэхёна, а затем заставил Тэхёна смеяться вместе с ним над его смелостью, был момент, который был поистине незабываемым, особенно потому, что связь между вопросом Чингука и ответом Тэхёна была такой странной и интригующей. Еще один особенно странный момент произошел в той же прямой трансляции. Когда Тэхён говорил о том, что его стрижка мешает ему глаза, он внезапно спросил, хотят ли армии, чтобы он снова побрил голову. Чингук тут же с улыбкой ответил «нет», но в нем был намек на горечь, когда он затем сказал Тэхёну больше так не делать. Дискомфорта, возникшего при мысли о возможном возвращении Тэхёна на военную службу, время, когда Чингук не мог видеть, было достаточно, чтобы заставить Чингука повторять, что он не хочет, чтобы он делал это снова. Почти как ребенок, устраивающий истерику, Тэхён рассмеялся. Это было странно, не только из-за того, как отреагировал Чингук, но и потому, что никто на самом деле не знал, как сильно Чингук скучал по Тэхёну в то время. Даже простая мысль о том, что Тэхён снова уйдет, была достаточной, чтобы расстроить его. Это было не то, чего можно ожидать от обычных друзей. Его реакция на шутки Тэхёна заставила бы многих из нас задуматься. А еще есть момент в видео, которое Тэхён записал для канала своего тренера, где он говорит, что был один в тот день, потому что Чингук притворился больным, но затем быстро поправляет себя, говоря, что на самом деле с ним был Намджун. Спонтанная реакция Тэхёна на осознание этой маленькой ошибки, он сказал, что был один, потому что Чингука рядом не было, а затем поспешно вспомнил, что там был кто-то еще, кажется очень многозначительный, как будто одиночество было не потому, что никого не было, а потому, что рядом не было Чингука. А когда Чингук внезапно дает Тэхёну пощечину посреди разговора Тэхёна с тренером, сцена, кажется, была намеренно вырезана, оставляя вопрос, действительно ли Чингук без колебаний дал Тэхёну пощечину.
Этот поступок кажется странным не потому, что это необычно для них, а потому, что он сделал это так естественно и беззаботно, даже когда присутствовали камеры. Тот факт, что этот момент не вошел в финальное видео, делает его еще более странным, и, возможно, это свидетельствует о физической близости и потребности в контакте, которая всегда существовала между ними. В видеоблоге стилиста Тэхёна, который сопровождал его во время поездки в Париж в качестве амбассадора Серлин вместе с Пак Богомом, очевидно, что изначально на тарелке Тэхёна был баклажан. Однако, когда Тэхён выложил видеоподборку своих последних дней в Париже перед переездом в Лос-Анджелес, тарелка была заменена на изображение огня. Это была другая тарелка. Еще более странно, что Тэхён написал рядом с изображением слово «дефицит», как бы намекая на отсутствие огня. Это еще больше подтверждается прямой трансляцией с Хобби, Джином, Тэхёном и Чингуком. Хобби подтвердил, что они когда-то говорили, что они вода и огонь. Тэхён сказал, что ему нужен огонь, глядя на Чингука, а Чингук ответил, что ему нужна вода, отсюда и его синий цвет. Когда Тэхён снова сказал, что ему нужен огонь, он указал на Чингука и сказал, что у Чингука этот огонь есть, как будто он намекал, что недостающий огонь был Чингуком. Поэтому, когда Тэхён позже упомянул, что ему не хватает огня, и поменял свою тарелку на картинку с огнем, это показалось косвенным признанием того, что он скучает по Чингуку. Это заставило нас несколько раз переосмыслить ситуацию, потому что смена тарелки казалась слишком значимой, чтобы воспринимать ее легкомысленно. Но самый странный момент, на мой взгляд, был, когда Чингук держал Тэхёна на руках в самолете по пути в Лос-Анджелес. Они смеялись, потом смотрели аниме на iPad Чингука, и тут Чингук внезапно посмотрел прямо в камеру, прищурившись, как будто хотел что-то передать, сделав странное выражение губ, выражение, которое, казалось, было полно смысла. Прежде чем он снова посмотрел на экран, многие из нас заметили, что до того, как Тэхён сел к нему на колени, он снимал себя со своего места, сделав то же. Выражение лица, что и при получении желаемого, Чингук, казалось, слегка улыбнулся и медленно моргнул, глядя на Тэхёна, не рефлекторно, а словно в этом было послание, понятное только Тэхёну. Даже когда они смотрели клип Winter Airhit, Чингук посмотрел на Тэхёна, который был сосредоточен на своем телевизоре, а затем сделал то же странное выражение, которое он всегда делает, когда Тэхён рядом. Было непонятно, была ли это молчаливая просьба или форма тайного общения, понятная только им двоим, но мы все поняли, что это выражение появлялось только тогда, когда Тэхён был рядом, и оно оставило слишком много вопросов без ответа. Однако самый странный момент, с которого начинается это видео, произошел на концерте Хобби после исполнения Killing T Girl, когда Тэхён и Чимин пошутили о том, что Хобби слишком близко подошел к подтанцовке во время хореографии. Тэхён сымитировал эту сцену, используя Чингука в качестве модели. Он наклонился и обнял Чингука за плечи, притягивая его ближе и сближая их лица. Для нас это был самый шокирующий и незабываемый момент. Но еще более шокирующим было то, что Чимин, казалось, обвинял или дразнил Тэхёна, указывая на него пальцем, словно знал, что Тэхён на самом деле делает, и не мог удержаться от того, чтобы разоблачить его. Тэхён смущенно рассмеялся в ответ на обвинение, быстро выпил воды, чтобы успокоиться, а затем повернулся к Чингуку. Возможно, для многих все это было просто совпадением, просто смех двух друзей, просто бессмысленная перепалка, просто мелочи, достойные внимания. Но для тех, кто смотрел глубже, кто привык читать невысказанное во взглядах, жестах и сдержанных улыбках, все ощущалось иначе, как будто каждая мелочь содержала послание. Как будто каждый безмолвный жест был их способом поговорить друг с другом, не говоря ни слова. Потому что в конце концов, самое реальное – это не очевидное, а то, что подразумевается, то, что они скрывают за смехом, или то, что они упускают из виду, но это все равно остается в памяти каждого, кто это видит. И, возможно, все эти странности вовсе не странные, возможно, это еще одна форма близости, которую невозможно объяснить логически, ее можно только почувствовать. Потому что между Тэхёном и Чингуком всегда есть что-то, чего мы никогда по-настоящему не понимаем, но мы также не можем игнорировать. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be